Всем привет, друзья! Посмотрев аналитику канала, я понял, что видео по Raspberry Pi 4 является самым быстрорастущим. И значит, эта тема популярна и стоит в ней дальше развиваться. Поэтому сегодня мы продолжим говорить о Raspberry Pi 4. И если в прошлом видео у нас был анбоксинг, мы поставили систему и провели несколько тестов, то сегодня мы установим Ubuntu 20.04, это самая последняя версия, в оболочке Mate. А также мы проведем настройку окружения для отладки и разработки. Материал к этому видео мне помог сделать Павлов Аркадий, за что ему огромное спасибо. Если у вас будут какие-то вопросы по Raspberry, вы можете задать ему в личку в ВК или же написать нам в группу. А также я попрошу вас досмотреть данное видео до конца, там будет пара небольших новостей. А начнем мы с установки Ubuntu 20.04. Это классическая Ubuntu LTS, и мы ее будем ставить в оболочке Mate. Из минусов данной системы следует выделить несколько. И первый — это отсутствие аппаратного ускорения, то есть процессор берет на себя обработку видео, а не видеоускоритель. Второй минус — это то, что оболочка Mate ест много оперативки, поэтому в версиях с 1 гигом оперативы возможно будет лагать, так что лучше брать побольше. Весь процесс установки вы найдете в описании под видео, я там оставлю ссылочку. Там все описано по пунктам, максимально подробно, шаг за шагом, и у меня это получилось сделать с первого раза. Вот насчет языка, здесь вам стоит подумать, нужно ли вам менять английский язык на русский. Лично я буду устанавливать систему на вот такую флешку, ее характеристики вы можете посмотреть тут, и мы рекомендуем использовать карты microSD XS, где скорость чтения и записи 80 мегабайт в секунду. После установки системы нам нужно ее подготовить для разработки. Мы же все-таки с вами являемся разработчиками, и нам нужны какие-то инструменты. И первое, с чего стоит начать, это установить GNOME Software. Из него можно будет удобно устанавливать нужную приложуху и особо не напрягаться. Второе, я вам посоветую поставить какой-нибудь IDE для разработки программ на Python, C++, Java и каких-то других языках программирования. Выбор программ огромный. Я пока что поставлю что-то стандартное, а потом посмотрю, проведу тесты, поменяю что-то. Да, если вы спросите, зачем мне на исполнительном устройстве отладчик, я вам отвечу, смотрите. Да, можно, конечно, делать все на компьютере написать прогу, это будет удобнее, конечно же, а потом ее все равно вы будете заливать на исполнительное устройство, на Raspberry, и нужно будет быстро произвести отладку, что-то поменять. И лично мне в блокноте это уже поднадоело все, поэтому я хочу себе IDE-шку, чтобы я сразу открыл несколько окон и все оперативно и удобно менял. Возможно, вам пригодятся какие-то утилиты по консоли для более удобного перемещения или редактирования файлов. Но можно оставить и стандартную консоль, просто ее немного улучшить, поменять внешний вид, шрифты, сделать ее там полупрозрачной, более красивой для глаз, чем стандартная версия. Для полноценной работы нам потребуется использовать различные интерфейсы: I2C, SPI, SSH, VNC, GPIO. Да, если вы вспомните, в Raspbian есть очень удобный инструмент RaspbiConfig, и если мы здесь попробуем его запустить, он нас пошлет нахер. У нас это не получится. Чтобы в оболочке Mate работал RaspbiConfig, мы должны запустить вот эту здоровую команду. После того, как мы ее запустим, у нас произойдет установка RaspbiConfig, и мы сможем запустить эту команду и уже настраивать наши интерфейсы, что очень удобно и сэкономит вам кучу времени и нервов. Но мы советуем вам не менять языки и видеопамять через эту утилиту. Также нам понадобится инструмент по работе с I2C портами, чтобы мы могли их просматривать. Сразу устанавливаем Python 2.7 и Python 3. Я их оба поставлю, потому что периодически и 2.7 нужно использовать. Еще нам понадобится установить Arduino IDE. В одном из видео я уже рассказывал, как это сделать, так что здесь я не буду повторяться и рассказывать одно и то же. Вот ссылочка, переходите по ней и посмотрите, как я там все сделал. Да, в дальнейшем я еще сюда поставлю ROS Melodic, но в этот выпуск установка не войдет. Насчет 4К. Аппаратного ускорения здесь нету. Даже если мы установим Kodi, мы не сможем запустить здесь 4К. 720, 1080, да, запустится, но скачанное видео в 4К не воспроизводится, оно дико лагает. Если мы зайдем на ютубчик, то здесь мы видим, что у нас есть возможность включить видео в 4К, но нет возможности посмотреть его в 4К. 720, да, нормально работает.
но 4К отсюда не запускается. Остается еще один вариант, это поставить Liber Elec. Это дистрибутив Linux, который является правильно настроенным коде для малинок и других одноплатников. И теперь небольшие новости. У нас появился телеграм-канал, цель которого просто общение. Вы можете туда зайти и задать там свои вопросы, можем там видео пообсуждать. И также у нас сейчас развивается группа ВК, там появляются полезные статейки, и там уже есть несколько статей, которые не вошли в этот выпуск. Так что, если интересно, переходите и почитайте. Спасибо, что досмотрели данный выпуск до конца. Пока!